Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на 2026 год. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот очень активный период вашей жизни, ведь в 2026 году нас ждут два коридора затмений на растущем лунном цикле, поэтому я, естественно, вам буду говорить, что нужно максимально много сделать в эти отрезки времени. Плюсом у нас три периода ретроградного Меркурия. Меркурий ваш единственный управитель. И три раза он будет в эмоциональных знаках, а это в рыбах, в раке и в скорпионе. И, конечно же, да, у нас в 2026 году кармические узлы меняют знак, выходят с оси Девы Рыбы и переходят во Льва Водолея. Естественно, девы тоже это прочувствуют. Ну и из сложного. Период ретроградной Венеры ждет нас этой осенью. Конечно же, он не будет простым. Дев тоже заденет, хоть мне бы и не хотелось этого говорить, но, дорогие, так бывает. Ну и на 2026 год у нас многие планеты меняют знак. Как, например, Сатурн и Нептун в самом начале 2026 переходит в знак Овна, естественно. Это очень хорошо прочувствуют девы третьей декады и скажут: наконец-то у нас Уран меняет знак и выходит из Тельца, заходит в Близнецы. И вот здесь не будет уже такой радужной реакции вообще для дев. Ну и, конечно же, летом 30 июня Юпитер выходит из знака зодиака Рак, переходит во Льва. Период не будет таким ярким для знака Девы, когда ближайший год Юпитер будет находиться во Льве. Но, тем не менее, будем ориентироваться на другие планеты. Поэтому до тех, пока Юпитер находится в знаке Рак, нужно сделать как можно больше, потому что Юпитер дает тот самый оптимизм и удачу, везение, про которую вы меня так часто спрашиваете. Ну что, дорогие, готовы? Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. И да, если вы смотрите по Солнцу, тогда девы первой декады – это те, кто родился в августе, девы второй декады, кто родился с 1 по 10 сентября, и девы третьей декады, кто родился с 11 сентября и до знака зодиака Весы. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Девы делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, тогда, конечно же, это первая декада Дев по асценденту. Если с 11 по 20 это вторая декада, если с 21 по 30, тогда это третья декада Девы по асценденту. Да, дорогие, я буду рассказывать основные мощные точки в 2026 году и как каждое астрономическое событие будет влиять на каждую декаду вашего знака. Готовы? Припасите этот час для важной информации, для того, чтобы спланировать свое время качественно. И я начинаю. 2026 начнется, можно сказать, ощущение осознания вот прямо на следующий день. 2-3 января уже будет такое внутреннее состояние двигать что-то, делать, мощное что-то начинать, потому что на самом-то деле Юпитер будет делать такую очень мощную оппозицию ко всему стелиуму планет. То есть там Венера, Солнце, Марс, и еще чуточку к 10 числам января туда подгребет Меркурий. И, конечно же, это история таких внутренних противоречий, внутренних огорчений, даже разочарования, могу сказать, то ли от того, что не доделали, чего хотелось, или чтобы нам такого еще сделать. Желание реализации, непроявленные амбиции, и все это в самом начале января начнет активно
вот так работать у нас у всех. На дев, конечно же, это будет влиять. Девы второй, третьей декады тоже будут чувствовать вот эту внутреннюю силу, внутреннее желание что-то делать. Девы первой декады точно так же, дорогие, потому что здесь как раз-таки в десятых числах января кармические узлы выходят из второй декады дев, переходят в первую, и у дев первой декады до 27 июля 2026 года включается такой большой, мощный экзамен на самоопределение в своей жизни, кто вы, для чего вы, какую работу, профессию вы хотите иметь, кем вы хотите стать, какой уровень счастья в жизни вы хотите иметь. И много на самом деле чего важного, если вы в себе откроете. А так, конечно же, начало января и весь январь вообще у дев будет под такими мощными, сильными вопросами, чего же делать, как изменить свою жизнь для того, чтобы она начала вам нравиться, потому что вот у дев второй декады заканчивается в январе вот этот экзамен, да, но настроение-то остается, оно никуда не девается, плюсом еще и Юпитер будет делать аспект гармоничный к Солнцу девам второй декады, это январь и февраль, для того, чтобы захотелось реализоваться больше, сделать нечто такого больше в профессиональной сфере. Где в первой декаде начинается такой большой, мощный экзамен еще и в любовных отношениях, в любовной жизни. То есть это такой вопрос уровня собственного счастья, в том числе комфорта своей жизни, желаний, настроений. И это нормальная история. У девы третьей декады вопросики, конечно, посложнее. И, дорогие девы третьей декады, я знаю, что вы ждали как раз-таки гороскоп, чтобы посмотреть, что же там таки будет. Дорогие, у нас 26 января меняет знак Нептун. Он из третьей декады рыб, который влияет на дев третьей декады, уходит. Он уходит в знак Овна. И да, дорогие, на нашей с вами памяти и жизни он больше не вернется. Поэтому девы третьей декады, эмоции вас отпустят. То есть все эмоциональные фоны, депрессивные состояния, они уйдут. И останется только Сатурн в оппозиции к девам третьей декады. Он меняет свой знак в ночь с 13 на 14 февраля. Можно сказать, начало 2026, но тем не менее послевкусие от Сатурна все равно остается. Все долговые обязательства, финансовые вопросы, издержки, смены работы, профессии, желание что-то новое в своей жизни сделать, но не получается, и все остановки в профессиональном плане. Та же самая история, которая как раз-таки работает сейчас у дев третьей декады. Так вот, эта история, хочется мне сказать, девы третьей декады закончится в феврале, но нет, у нас еще там коридор затмений. И если можно сказать, что январь будет такой на очень интересных настроениях, он будет такой яркий, он будет такой надвижен, захочется делать много чего, воодушевление такое, потому что большое скопление планет в Козероге делает гармоничный аспект к девам, и первый, и второй, и потом третьей декады к 20 числам, да, но тем не менее у дев третьей декады остаются истории, связанные с финансами, и здесь и вопросы по недвижимости могут висеть, в том числе у дев третьей декады, поэтому решайте все свои вопросы в январе, в феврале, в том числе это девы третьей декады. Плюсом у нас коридор затмений включается в феврале, с 17 февраля по 3 марта. Для кого? Для кого будет очень важен этот период? Вообще скажу, дорогие, конечно же, девы третьей декады будут ощущать еще послевкусие от Сатурна, то есть мы всегда чувствуем события по Сатурну, когда уже даже аспект распадется, но настроение у нас продолжается. То есть все эти истории также двигаются. Плюсом еще, дорогие, хочу сказать, что у нас все-таки с конца декабря 2025 года Лилит находится в знаке Стрельца. И до дня рождения Дев, да, 14 сентября Лилит будет находиться в знаке Стрельца, а это квадратура к Девам. То есть
И на момент включения как раз-таки коридора затмений 17 февраля очень такая важная, мощная история будет работать, конечно же, у дев первой декады. Вот здесь девы первой декады включатся, и будет такое настроение, а, которое не очень будет, можно так сказать, нравиться, волнительное, потому что у нас еще и на кармических узлах будет Венера. Поэтому здесь недовольство своей жизнью, личной жизнью, либо качеством своей жизни, финансовой составляющей очень сильно затронет дев первой декады. Вот это настроение и весь коридор затмений. Здесь такой, знаете, очень тонкий вопрос, когда можно провалиться в депрессивное состояние, и весь коридор затмений, то есть весь этот лунный цикл до следующего такого мощного события, оно у нас будет 21 марта. Это весеннее равноденствие, такой тоже мощный день, то есть можно больше, чем на месяц в таком состоянии остаться. Я же все-таки за то, что в этот коридор затмений, дорогие девы первой декады, максимально понять, чего же вам все-таки хочется от своей жизни. Любовь, уровень комфорта, достатка, счастье, что определяет ваше личное настроение. Это девы первой декады. Девы второй декады, у вас, дорогие, еще пока есть такое небольшое окно движения на Юпитере, потому что здесь очень хорошие такие моменты договорных отношений. Юпитер хоть идет в ретроградном движении до 11 марта по второй декаде рака и делает очень гармоничный аспект к девам второй декады. Поэтому здесь, дорогие, оптимизм, конечно же. Движение вперед с плюсом еще Меркурий тоже в гармоничном аспекте с Юпитером. Две умные планеты делают гармоничный аспект, тем не менее. И это движение вперед. Здесь задавайте себе на этот коридор затмений большими планами, мощными целями, желаниями жить, развиваться, потому что Юпитер будет как раз-таки вот это напряжение коридора затмений разбавлять у дев второй декады. Здесь масштаб своей деятельности, профессиональный статус, социальный статус, все, что связано с работой, деньгозарабатывание в том числе. В любовных отношениях постарайтесь найти те компромиссы, поговорить по душам в том числе, потому что любовные отношения здесь будут вообще очень сильно даже непростые. Хочу сказать, это для дев второй декады, и у третьей декады это тоже будет история работы, да, накладывается на финансы, еще вопросики любовных отношений у дев третьей декады в этот коридор затмений. Здесь, конечно же, послевкусие финансовых вопросов. Плюсом у дев второй и третьей декады вопросы в отношениях. Почему? Потому что у нас 26 февраля еще включается ретроградный Меркурий. И он включается в соединении с Венерой. И все это добро находится в рыбах. И девам вообще максимально непонятны все эти интриги, уловки, вот эти все иллюзии, вот эти состояния, потому что девы как любят? Четко приди мне и скажи, как оно есть. Но вот здесь главное не впадать в мир иллюзий, когда мы любим чрезмерным романтизмом прикрывать все те моменты, которые мы в жизни видеть не хотим. Да? Здесь будьте максимально зрелыми, максимально взрослыми, не уходите в иллюзии, не уходите в какие-то разочарования, измены, страдания, вот сюда не уходите, да, и тогда будет хорошо эта история работать. Вообще в период этого ретроградного Меркурия, который продлится вот с 26 февраля по 20 марта. Представляете, как долго будет у нас ретроградный Меркурий длиться весной? То есть это такой период, когда нужно максимально наводить да, максимально быть чувственными, да, наводить порядок в отношениях, да, убирать чрезмерный романтизм, его будет очень много иллюзий, обещания, которым мы хотим верить, но они не будут сбываться. При всем при этом нужно здесь как раз-таки быть очень зрелыми, хорошее время для учебы, для каких-то таких сложных знаний, да, хорошее время для того, чтобы там расширять семью, думать в этом плане, строить семью, увеличивать ее, да, на самом-то деле, строить планы на свое семейное будущее, это девы второй декады, и будет у вас тогда хорошо. Девы третьей декады, вам то же самое, полезно вообще расширяться, масштабировать свою семью, желание хотя бы должно появиться, обзавестись новым членом семьи, но вообще у дев третьей декады
пока еще Уран. Уран идет по Тельцу до 26 апреля 2026 года, у Дев третьей декады. Здесь, конечно же, гармоничный аспект Урана, когда нужно менять что-то в своей жизни, делать по-новому, в работе, в профессиональной сфере, тоже пробовать новую работу, если на старой устали, но при всем при этом здравый смысл, ответственность, все это будет вам только в помощь, потому что Уран, конечно же, может своим оптимизмом сделать нас доверчивыми. Это девы третьей декады. Ну и да, коридор затмений, его послевкусие, хоть он у нас и длится до 3 марта, но его настроение у нас еще останется до окончания лунного цикла. Конечно же, здесь в середине марта Лилит переходит во вторую декаду Стрельца, и эту историю очень сильно будут чувствовать девы уже второй декады. Включится вот этот внутренний страх к действиям, да, то есть если до этого момента, до окончания коридора затмений был такой большой, мощный запал в работе, если хотелось еще и переехать, потому что все, что связано с Юпитером, то есть это командировки, это переезд, улучшение качества жизни, можно за границу переехать, можно переехать в более благоустроенный район города, новая квартира, недвижимость и даже дом здесь очень хорошо у Дев второй декады идет, но если не начать что-то делать в феврале, потому что февраль вообще для всех дев это такой месяц принятия кардинальных решений. Коридор затмения такой кармичный, можно сказать, период нашей жизни, когда мы принимаем такие сильные, взрослые, взвешенные решения, и если мы их не просто принимаем, а начинаем еще делать, да, тогда март пройдет совершенно на других эмоциях, настроений, иначе март привнесет очень много, знаете, таких иллюзорных моментов у дев первой и второй декады, когда вроде как хочется двигаться вперед, но мы не идем особо, и вроде как-то вот не получается, не складывается так, мы себе где-то там напридумывали, что все, оно должно быть как-то идеально, быстро и классно, а оно-то вот так не получилось. Такое ощущение, что не совпадает наше ожидание реальности, и тогда можно просто потратить это время, которое бы очень было для нас продуктивным. Поэтому, девы, и первая, и второй декады для вас очень важный момент времени движения вперед начать именно в феврале. Поэтому если вы в феврале не ускоряетесь, тогда в марте, скорее всего, пройдет у вас такой в ожидании, в чувство страха, фобий, а вдруг не получится. То есть можно потратить очень сильно свое время. У Дев третьей декады хороший на самом-то деле период, дорогие, на аспекте Урана идти вперед, предпринимать новые попытки бизнеса, движения вперед, активности. В работе должно складываться, начать хорошо, тем более уже аспекта Сатурна нет, и в марте будет очень даже хорошо, и весь апрель. У Дев третьей декады это движение только вперед, без страхов, без паники, без каких-либо ожиданий и иллюзий, что как-то вот оно случится, просто берете и делаете. Это вот девы третьей декады. Ускоряйтесь, дорогие, Сатурн, Нептун ушли, все, не будет больше от них гадости, не будет больше таких депрессивных состояний, да, только вперед, как, знаете, с чистого листа. И вот как раз-таки период у нас еще и марта-апрель для дев третьей декады, это такой гармоничный чистый лист, и чем быстрее вы закончите все свои старые вопросы, переживания, тем быстрее и качественнее начнет улучшаться ваша жизнь. Девы первой и второй декады для вас апрель месяц будет таким, знаете, не то чтобы переходным, он будет однозначно таким мощным, потому что с середины апреля уже такой включится более напряженный момент, потому что Уран будет менять знак, он будет менять знак 26 апреля 2026 года, но он будет менять знак в соединении с Венерой и в квадратурах на кармических узлах. Эту историю однозначно прочувствуют девы первой декады. Вот здесь начнет штормить, захочется как-то по-новому жить, что-то в своей жизни кардинально менять, но будет такая встряска, знаете, легко не получится сразу. У дев второй декады, дорогие, у вас очень мощное, классное движение вперед. Двигайтесь вперед, потому что Юпитер еще во второй декаде рака.
То есть здесь все, что связано с недвижимостью, с улучшением своего качества жизни, знаний, если вам нужна учеба, повышение профессиональных качеств. Все это только про вас, все, что связано с Юпитером в благоприятном аспекте, идет на де второй декады. Поэтому здесь, мои дорогие, работайте, двигайте вперед. Но, опять же, Лилит во второй декаде Стрельца, а здесь будут ваши страхи. То есть, если вы, дорогие, разберетесь со своими страхами, со своими переживаниями и внутренним ощущением, что вы где-то недостойны, потому что когда Лилит идет по Стрельцу, Стрелец – основные качества знака, да, то есть это наша уверенность, самоуверенность, что вот мы такие классные или мы наоборот не классные, да, то есть амплитуда очень сильная здесь. Здесь либо повышенная самооценка, либо пониженная, да, здесь либо у нас амбиции вот так вот из нас идут, либо нам вообще очень сильно страшно проявлять, да. Поработайте со своей гордыней, поработайте над своей завышенной самооценкой, если она есть, или наоборот, если вам ничего в жизни не надо, подумайте, а почему же вам ничего не надо? 100% на просторах интернета вы слышали, что описание знака Девы – это вот такая история, когда девы довольствуются малым, им вообще ничего не нужно, и вот как-то такое посредственное отношение к девам, мне вообще это очень сильно интересно всегда, почему так вот дев как-то вот в такие рамки вводят некоторые астрологи. На самом-то деле, дорогие девы, это тот знак зодиака, который в своей жизни должен достичь определенных высот. Вы по роду родились стать определенной личностью, наработать определенные навыки и качества. И вот здесь нужно просто понять свою такую самоценность. Не просто так у нас 2/3 2026 года Лилит будет идти по Стрельцу и делать вот такой аспект девам. Поймите свою самоценность здесь, дорогие девы второй декады, что вы достойны. На самом-то деле летом уже начнется точно такие же вопросы от Лилит девам третьей декады. Ну и, естественно, до апреля месяца Лилит будет спрашивать все эти вопросы у дев первой декады. Поэтому все девы в 2026 году так или иначе перерастут свои страхи. Я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. И я всегда говорю, знаете, вот мы берем вот блокнотик и просто пишем свои страхи. Почему мы не идем вперед? Почему мы топчемся на месте? Почему? Как правило, обычно мы боимся особого внимания, мы не знаем, что с ним делать, потому что люди, как правило, оказывая внимание, оказывают агрессию. Не все любят эту историю. Просто люди не знают, как себя вести, не научили. Это ж как, особо не высовывайся, не показывай свои лучшие качества, да, либо не будь эмоциональной в том числе. Поэтому здесь, дорогие девы, прям-таки выпишите все свои страхи. Почему вы не становитесь вот такими видными на горизонте из всех своих родственников, близкого окружения, семьи, потому что вы должны быть видны на горизонте, понимаете? И это такая очень важная для вас будет история в 2026 году, такая мощная история осознания. И я надеюсь, здесь всем понятно, что с 2025 кармические узлы как раз-таки идут по оси Девы Рыбы. И это кармический экзамен. Почему? Почему вы не становитесь своим знаком? От каких таких негативных черт вашего характера вам нужно отказаться? Либо почему вы не признаете свой негатив и не делаете его в свои достоинства? Понимаете, я о чем говорю? То есть это такой большой мощный вопросик будет для дев. И да, у нас такой мощный период начинается с 26 апреля. То есть не то, что в один день складывается аспект, и мы его чувствуем. На самом деле с начала апреля мы все будем это ощущать, по большей части будут ощущать эту историю девы первой декады однозначно, да, девы третьей декады еще на вот этой мощной энергии Урана будут, конечно же, двигаться вперед, и еще даже в мае будет держаться вот такое далекое соединение, поэтому далекий аспект, не соединение. Поэтому здесь, понимаете, девы третьей декады еще вот на таком мощном движе двигаться вперед. Девы первой декады будет сложно как-то себя перестроить в новое русло, но кто сказал, что оно должно получиться сразу и идеально?
просто потому что вы не привыкли двигаться по-новому, и это тоже нормально, это тоже хорошо. Убирайте иллюзию того, что с первого раза все должно получаться идеально. Так не бывает. Ну и девы второй декады, я вам про Лилит уже рассказала, апрель и май у вас вот такие. Почему говорю, нужно разобраться с Лилит? Потому что там и Юпитер в гармоничном аспекте, да, и потом через Юпитер будет работать и Сатурн, а Сатурн по второй декаде Овна совершенно скоро пойдет, уже в середине 2026 года. А здесь приобретение недвижимости, движение вперед, активность в финансовом плане, финансовая составляющая, движение и рост. И здесь вот ну никак нельзя остановиться, понимаете, дорогие девы второй декады. А так, конечно же, у нас Уран меняет знак, мы это все обязательно прочувствуем. По большей части напряжение смены Урана знака будут немножко грустить девы третьей декады от вот этого большого движения вперед, движения. Ничего мы вообще не будем грустить, мы только будем очень рады. Но очень сильно почувствуют в квадратуре это девы первой декады, прям конец апреля, потому что Уран будет делать квадратуру к девам первой декады. И здесь, дорогие, хочешь не хочешь, надо меняться. Надо меняться. И можно сказать, вот здесь для дев первой декады начинается такой большой мощный экзамен для изменения своей жизни. Кому-то это будут кардинальные изменения, кому-то не очень. Все зависит от того, насколько вы владеете силой Урана в вашей натальной карте. Если он у вас напряженный, то есть вы по умолчанию понимаете, что все обнуления, резкие изменения в жизни, это в принципе нормально, я с этим жить умею. А кто-то не умеет, кому-то это сложно. Вообще, дорогие, я рассказываю здесь общий гороскоп, и я надеюсь, это понятно. И если у вас свой собственный вопрос, да, и что-то по событиям у вас не получается, или вы запланировали что-то такое эдакое, да, и волнуетесь, да, вот сейчас услышали информацию, что Уран меняет знак, и вот девы первой декады вот будет как-то сложно. Оставляйте в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Я посмотрю, как будет на вас влиять Уран, или же не сейчас все-таки у каких-то градусов дев первой декады будет влияние происходить. Да? Вообще есть большое видео «Уран в близнецах», как он будет влиять на каждую декаду, на каждого знака зодиака. Я в конце этого видео прикреплю. Посмотрите, в какие именно периоды Уран будет влиять на какую декаду дев. И идем дальше, мои дорогие. Да, у нас следом идет май 2026 года. У нас в мае традиционно Плутон уходит в ретроградное движение. Прямого аспекта он девам не оказывает, не оказывает. Но, тем не менее, у нас весь 2026 год, как и вторую половину 2025, у нас на небе такая большая, очень мощная и сильная конфигурация. Это Плутон в гармоничном аспекте с Ураном. И Уран с Плутоном в гармоничных аспектах к Сатурну и Нептуну. То есть это как раз-таки большой такой аспект на заработок денег. То есть это финансовая состоятельность. И здесь, конечно же, максимально старайтесь не упускать эту такую очень хорошую возможность. Весь 2026 год эта конфигурация у нас работает. Влиять на каждую декаду дев, естественно, будет. Просто в мае опять будет такой щелчок, потому что Плутон из всего этого мощного движения уходит в ретроградное движение, и это нормальная такая история. Будет складываться, конечно же, надев первой декады только для того, чтобы вы двигались вперед. Будут разрушаться старые модели движения в работе. Личные и любовные отношения в конце апреля могут как раз-таки дать трещину, поэтому здесь будьте аккуратны, не рубите с плеча, особенно если у вас в любовных отношениях очень множество приятных событий. У вас дети, у вас семья, у вас там не просто красивая картинка, у вас семья и очень множество событий совместных вместе, но вы понимаете, что где-то вы устали. У меня есть на эту тему большое видео «Любовный гороскоп». Посмотрите, как каждая планета влияет на наши решения. Потом аспект уходит, и мы думаем, а что это с нами было, но мы уже не можем вернуть те самые отношения, которые у нас были. Поэтому не бросайтесь отношениями в конце апреля, в начале мая, девы первой декады. Будьте здесь очень терпеливы, я бы это так сказала.
переключите всю свою экстраординарность в работе, в профессиональном плане, и тогда будет получаться хорошо. Девы второй декады, у вас все-таки остаются вопросики с Лилит еще на май, но плюсом, конечно, здесь появится уже желание обзавестись недвижимостью, что-то такое большое, мощное, таких очень сильных, важных решений, но при всем при этом будут страхи ответственности, потому что Лилит все-таки будет в гармоничном аспекте с Сатурном, это и май, и июнь, и июль, и август, поэтому здесь, дорогие девы второй декады, понимаете, что страхи будут перед ответственностью. Ответственность принятия решений в отношениях, в том числе и эта история уже будет работать в начале мая, потому что Лилит в оппозиции с Венерой. И эта история как раз-таки страшно вступить в новые отношения, страшно довериться, страшно брать на себя ответственность, делать какой-то новый шаг, этап в своей жизни. Это девы второй декады. Не надо так делать. Мы все в определенный момент понимаем, что наша жизнь становится полной и интересной, когда нас окружают другие люди. Просто так ради себя достигать какой-то карьеры, зарабатывать деньги, да зачем оно столько нужно? Оно же и меньше всего надо, и телодвижений столько делать не надо, да? А когда нас окружают близкие и любимые, тогда нам хочется и вкусненькое что-то приготовить, и как-то где-то вот себя красиво проявить, да, интересно. Поэтому наличие близких людей рядом делает нашу жизнь полной. Это как то же самое состояние, что страх придает нашей жизни ценность. Это правда так, ребят. Поэтому здесь нужно понимать эту историю для дев второй декады. Девы третьей декады. Вы сейчас спросите меня, что же у вас тут такого интересного. У вас, дорогие, хочу сказать, небольшое такое затишье. Хотя, конечно же, в конце апреля и в начале мая здесь ваш Меркурий, управитель Меркурий будет такой в квадратуре с Плутоном. Захочется такого движника, действий, активных, напористых состояний. И уже в середине мая как раз-таки Юпитер переходит в третью декаду рака и будет делать гармоничный аспект к девам третьей декады, к солнышку дев. И эта история очень хорошая, продуктивная, профессиональная, движение вперед, захочется больше зарабатывать, захочется больших таких сделок, общения с сильными, мощными людьми. То есть если у вас будет запрос на обучение, тоже хорошее время для этого, да, то есть постарайтесь сделать очень много чего, потому что Меркурий будет идти по Тельцу. Очень хорошее время, да, это у нас май, хоть и совсем время не для учебы, уже не хочется ничего учиться, но на самом-то деле постарайтесь, и будет тогда хорошо. Идем следом дальше. У нас июнь, у нас всегда перед каким-то очень важным месяцем, временем, да, вторая половина, конечно, мая у нас такая достаточно напряженная. Меркурий сходится в соединении с Солнцем, с Ураном, с Луной. Все это на кармических узлах. Вот это такое мощное напряжение будут чувствовать девы первой декады однозначно. Девы третьей декады будут чувствовать от этого такой драйв, движение вперед, чувство новизны, такой, я бы сказала, легкости, что ли, хочется очень много чего освоить. В этот момент еще у нас будет находиться Марс в квадратуре с Плутоном, и Марс будет делать такой гармоничный аспект девам. Поэтому здесь, дорогие, понимаете, что мощная сила проявления у дев, кстати, и первой, и третьей декады движения вперед. То есть такие пробивные ваши возможности. Поэтому здесь ни в коем случае не останавливайтесь, не тормозите. Ну и девы второй декады, не бойтесь. Не бойтесь той самой ответственности, которую вы хотите. Это хорошо, это нормально. Ну и да, мы перемещаемся плавно в июнь. В июне, конечно же, у нас такой конец мая сложноватый, но здесь нужно с этим справиться. С этим справиться, мощные такие энергии всегда у нас такое ощущение, осознание, что что-то грядет, потому что июнь у нас очень сильный. У нас в конце июня, 30 июня Юпитер меняет знак. То есть, смотрите, не так уж и много. Это май и июнь будет у дев третьей декады для того, чтобы двигаться вперед, развиваться в социальном плане, зарабатывать больше денег. То есть это такое мощное желание движения вперед. И здесь Юпитер будет давать такой оптимизм,
когда работа связана со знанием, в том числе все, что связано с Юпитером, там, продвижение, в том числе давалось сложно, и здесь будет даваться легко и хорошо. Поэтому здесь девы третьей декады вообще очень классно работаете. Конечно, можно будет понять в июне дев первой декады финальные петли. И хочу сказать, что будут очень медленно двигаться кармические узлы и июнь, и июль, потому что кармические узлы поменяют свой знак только 27 июля, и они вот так вот очень медленно будут прямо-таки передвигаться на точной квадратуре с Ураном. Поэтому здесь, конечно же, старая и новая жизнь будет задавать такие вопросы кардинальные, резко менять работу, кто-то будет резко выходить из отношений, что-то тайное будет скрываться в этих отношениях. Поэтому здесь, дорогие девы первой декады, понимайте, что мы со всем справимся, все будет хорошо, все будет нормально. И это главное понимать и не уходить в панику. Потому что здесь, собственно, только, ну вот Уран, он дает иногда такие панические атаки на самом-то деле. Почему? Потому что как разобрать паническую атаку? У нас возникает паника, когда мы не можем, нам становится страшно за наше будущее, но самое главное в этот момент вернуться в настоящее, вот в настоящее сюда. И здесь понять, что мы в настоящий момент влияем на наше будущее. То есть наше будущее зависит от того, что мы делаем сегодня. А если мы сегодня ничего не делаем из того, что нам нужно, например, если резко потеряли работу, ушли с нее, вот так вот случились обстоятельства, что вас попросили, тогда нужно искать другую работу, потому что нужны средства кормить себя, семью, детей. Ну, то есть это нормальная такая история, да. Когда резко выходите из отношений, неважно по какой причине, что здесь нужно делать? Понимать, что нет времени страдать, да, потому что вот случилась ситуация и фаза страдания, да, сразу тут рядышком где-то ходит. И тот момент, когда мы начинаем что-то делать, так вот от фазы страдания и до момента что-то делать, вот здесь не обязательно вот так очень долго распыляться на этот период, да, потому что уже в апреле мы поймем, что время начинает очень сильно ускоряться, и девы первой декады будут это очень сильно чувствовать. Поэтому здесь не распыляйтесь на эмоции чрезмерно, девы первой декады. Девы второй декады, дорогие, у вас хорошее время гулять, встречаться, делать что-то продуктивное в своей работе в том числе, потому что Марс будет во второй декаде Тельца в июне. Очень хорошая история. Он еще в гармоничном аспекте с Меркурием, который в Раке. И эта история очень хорошая. Учиться, для работы что-то делать так продуктивно. Очень хорошее для этого время. Поэтому здесь не надо впадать ни в какие страхи, переживания, печали. Помним, да, что у вас какой по жизни план, девы второй декады? Движение вперед, недвижимость, резкие действия, в которых должна ваша жизнь продуктивно сложиться хорошо. Точно. И да, у нас 30 июня Юпитер меняет знак. Он не просто меняет знак, выходит из знака рака в знак льва. Он это делает в соединении, который в этот же день включился ретроградный Меркурий. Понимаете, о чем я говорю, да? И ретроградный Меркурий, ваш, дорогие мои, управитель, уходит в знак рака. То есть это тоже эмоциональный знак, но здесь не иллюзорная история, здесь мы эмоции можем испытывать по отношению к нашим близким и любимым. И ретроградный Меркурий у нас будет до 23 июля. Я не хочу сказать, что он будет в каких-то деструктивных, напряженных аспектах. Наоборот, к концу своего ретроградного движения он как раз-таки будет в квадратуре с Сатурном. То есть это как раз-таки тот момент, задуматься о приобретении недвижимости, о взрослых, зрелых решениях. То есть июль будет вообще у всех дев очень такой продуктивный. Он не будет расслабленный, да, Юпитер меняет знак, но Меркурий управитель скажет все-таки, что нужно так. В отношениях навести порядок, в своей жизни принять ответственность, решение и начать делать действия, потому что нас всегда отделяют от того результата, который мы хотим
в нашей жизни, это наши принятые решения и действия. То есть если мы просто думаем, где-то в иллюзиях, то это история, которая никуда не ведет. Поэтому, дорогие девы, и первой, и второй, и третьей декады, июль месяц очень хороший для того, чтобы вспомнить, куда же мы все-таки идем. И здесь поднимутся вопросы ответственности от Сатурна, вопросы работы, которая будет приносить деньги и вас кормить, вопросы в отношениях. Кто-то захочет обзавестись семьей, выйти замуж, жениться, хорошее время, обзавестись ребеночком, тоже хорошее для этого время. Но, опять же, понимаете, у нас в июле, как раз-таки перед тем, как кармические узлы меняют знак 27 июля, у нас Венера будет находиться в Деве, в квадратуре с Марсом. То есть это такой, знаете, вопрос, когда мы сами с собой торгуемся. Какую сторону своей жизни мы хотим вот так развивать очень сильно, очень мощно. То есть борьба внутри мужского и женского. То есть я могу сказать, что в июле будет вот такая удев, это будут вопросики удев второй декады, удев третьей декады – это движение вперед, рост и развитие, однозначно удев второй декады, удев первой декады – это история связана, хочешь не хочешь, жить надо менять. То есть менять свои принципы, менять свои какие-то установки, финальный экзамен, я бы это так сказала. Но у всех будет вопрос в июле, у всех дев. Что я хочу в своей жизни? Для этого нужно брать ответственность, потому что аспект Сатурна, он будет в квадратуре к Меркурию, а это всегда наши кардинальные решения, которые нам не даются вот так в легкости. Они даются от напряжения, от финансовых историй, либо разногласий в любовных отношениях, когда мы будем прекрасно понимать, что наша вторая половинка от нас просто хочет законных отношений, хочет от нас ответственности, хочет от нас взаимности. И это такая очень важная история. Когда в работе мы будем понимать, что от нас тоже хотят ответственность в своих действиях, когда мы прекрасно будем понимать, что без наших действий мы не можем пойти дальше. И вот на таких эмоциях у нас кармические узлы 27 июля меняют знак, выходят из дев, рыб, переходят во льва, Водолея. Девы, конечно, сейчас первой декады скажут хорошо, но аспект Урана все-таки в квадратурах к Солнцу, Девам первой декады все равно остается. Поэтому здесь, дорогие, продолжается вот это все настроение. Кармический гороскоп, конечно же, как будут влиять кармические узлы, я запишу к тому самому периоду, к лету 2026 года. Это будет отдельное большое видео. Но могу сказать, что для дев первой декады закончится вот этот экзамен на кармические вопросики. Конечно же, послевкусие еще остается от этого всего на коридор затмений. У нас с 12 августа по 28 августа включается коридор затмений. На растущем лунном цикле, естественно, вот это настроение, да, смены узлов знаков тоже с нами остается. И да, я не могу сказать, что этот коридор затмений будет какой-то очень сложный, он будет интереснее, он будет ярче, он будет такой активный. Конечно же, будет задевать знак Девы, да, поэтому для всех дев он будет очень полезен в том числе, да, потому что у нас на момент включения коридора затмений Меркурий будет очень активный. Меркурий, во-первых, будет во Льве, в точной оппозиции с Плутоном, при всем при этом в очень гармоничном аспекте с Ураном, с Венерой, с Нептуном и да, с Сатурном. То есть, дорогие мои девы, и первой, и второй, и третьей декады, вот этот ваш коридор затмений, если вы спросите, чем же вам заняться в вашем персональном новом году, то есть при построении вашего соляра, да, особенно это девы августовские, да, то для вас это очень классный коридор затмений, когда вам нужно сделать просто много. Чем больше вы сделаете, здесь сильные сделки, вопросы приобретения недвижимости, в личной жизни, как раз-таки, что не успели сделать в июне, в июле, и девы и первой, и второй, и третьей декады. Вот здесь просто вот август шедевральный. Поэтому делайте
будет вам хорошо. Не уходите в агрессию, в разборы полетов, ссоры, скандалы, интриги, расследований. Не надо этого делать, потому что здесь вот Марс, он перед коридором затмения как раз-таки будет такое внутреннее состояние, где в третьей декады поругаться, выйти, скандалы, вот это вот все. Не надо этого делать, понимаете, не надо. Тогда все будет очень хорошо. Поэтому коридор затмений максимально в работе, в личной жизни тоже наводите контакты. Постарайтесь, здесь сделки, хорошая история, покупка недвижимости тоже. Поэтому если у вас как раз-таки были наработки, желания, наметки, вы вообще реально этим хотели заняться, вот все ваши цели, планы и проекты, которые вы хотели начать в этом году, делайте. То есть если вы не начали это в феврале в коридор затмений, то здесь как раз-таки в августе потрясающе. Я не помню, когда у нас август вот такой был мощный. Конечно, здесь без напряжения не будет получаться все идеально с первого раза, но тем не менее финансовые сделки, финансовые вопросы, да. Единственный минус. Венера будет в оппозиции с Нептуном. Это история иллюзий, обман, интриг, самообманов, измен. Не уходите в эту историю, не надо. Венера все-таки в весах, сильное ее положение. Будьте стойкими и кардинальными в своих решениях. Не портите свою личную жизнь, потому что выйти из этих отношений получится потом легко, легко. Но такое послевкусие, знаете, останется. И да, следом за коридором затмений у нас сентябрь. Естественно, к сентябрю у нас распадаются у нас все вот эти вот гармоничные аспекты. У нас в сентябре 11 числа все как обычно уходит в ретроградное движение Уран. Дорогие, ничего нового не скажу. У нас 14 сентября Лилит меняет знак, переходит из Стрельца как раз-таки в Козерога, и мы очень сильно благодарны, перестает влиять в напряженном аспекте на Дев, но начинает влиять уже в гармоничном аспекте на Дев первой декады. Поэтому здесь, дорогие Девы первой декады, есть такой, знаете, второй экзамен для вас по разбору полета всех своих каких-то страхов, переживаний, фобий, всех своих тормозов. Одно из сложных на этот сентябрь выпадает, конечно же, этот период на дни рождения Дев третьей декады, потому что у нас с десятых чисел сентября Венера из Весов меняет знак, переходит в Скорпиона, и она переходит не просто в Скорпион, начинается такой, знаете, большой период у нас, который продлится у нас до конца 2026 года. Венера еще и в квадратуре с Плутоном начинает соединяться, а это история. То есть, смотрите, Венера у всех может проиграться по-разному. Это либо любовные отношения, либо финансовая составляющая, либо нехватка денег, либо в бизнесе мы будем рвать и метать. Но у нас однозначно с десятых чисел сентября начинается период, когда мы подходим к периоду ретроградной Венеры. Ретроградная Венера у нас будет с 3 октября по 14 марта. Также в этот период у нас с 24 октября по 13 ноября у нас будет, как раз-таки 13 ноября заканчивает ретроградное движение Меркурий, да, с 24 октября по 13 ноября. С 3 октября по 14 ноября у нас ретроградная Венера. Она, правда, уже вернется потом в весы, но до конца 2026 года мы опять будем проходить все те же самые моменты и вопросики, которые у нас были связаны в период ретроградной Венеры. Понимаете? Поэтому, но уже всю эту историю у нас начнут закручиваться все эти события как раз-таки с десятых чисел сентября. Поэтому здесь, дорогие девы, и первой, и второй, и третьей декады начинаем разбираться, потому что следом к этой истории у нас подгребает, конечно же, к концу сентября у нас и Меркурий, ваш управитель, складывается в квадратуру с Плутоном. И у нас фактически получается на период ретроградной Венеры с 3 октября Венера ретроградная в соединении с Меркурием, который находится в квадратуре с Плутоном, и при всем при этом Плутон в оппозиции с Марсом. Если вы вспоминаете аспект, который я рассказывала в гороскопе «Осень силы» 2024 года, апрель, конец апреля 2025 года, там у нас Марс с Плутоном были в оппозиции, ну, в квадратуре он был весной 25-го, поэтому вот этот аспект Марса с Плутоном лично я называю аспектом силы, либо это очень разрушающий аспект,
То есть здесь нужно таки очень сильно взяться за свою жизнь и не поругаться. То есть здесь очень важно навести порядок в своей жизни, в любовных отношениях, в качестве своей жизни и таки понимать, удев первой декады, можно сказать, вот это вот все добро будет влиять, знаете, кармические узлы вроде как вышли, но послевкусие осталось. Здесь начнут возникать все те вопросики, недоговоренности, все то, что не было увидено, услышано, да, то есть то, что не было решено в финансах, казалось, мы это сделали, но мы это не сделали и не доразобрались. То есть это такая будет очень важная история для дев как раз-таки первой декады, то есть завершение всех вот этих вопросов, когда хочется и жизнь свою улучшить, и в отношениях лучше стать. Но на начальном же этапе, да, будет нам всем казаться, что это история, которая должна сама по себе быть. Да, вот сейчас вот всем девам это говорю, нам всем кажется, что отношения это то, что у нас должно быть просто по праву, вот в принципе, да, и если оно не получается как-то, значит, либо не мое, либо не судьба. Но почему-то мы все думаем, что красивое тело – это залог труда, то есть для этого нужно там не есть гадости, заниматься спортом, и тогда тело будет красивым. Конечно же, есть люди, которые говорят, что это генетика, кому-то повезло и тому подобное. Точно так же и в отношениях. Кто-то считает, что кому-то везет, а кому-то не получается. Да? Но деньги – это такая же сфера нашей жизни, где нам нужно приложить усилия. И основной сопутствующий компонент деньгозарабатыванию – это вообще не в легкости Луна, как нам в социальных сетях это говорят, это Марс. А Марс – это планета нашей активности и агрессии. То есть здесь нужно понимать нашу такую основную мотивацию движения вперед. Да? И вот здесь как раз-таки у дев первой декады вот это начнет через агрессию работать. Поймите свою агрессию, вы поймете, где ваши деньги, с каких настроений вы двигаетесь вперед или же наоборот не двигаетесь. То есть это такая история, которая будет очень хорошо работать в октябре и в ноябре. У дев первой декады будет очень активный и динамичный период на самом деле в вашей жизни. У дев второй декады эта история будет работать очень хорошо через аспект Сатурна. То есть здесь, если вы идете в более сложные такие моменты в финансовой истории, например, не просто тратить свои деньги, не просто распылять, а здесь как раз-таки вкладываться в недвижимость, либо же идти к этой цели, зарабатывать больше, строить фундамент своей жизни, это девы второй декады, вкладываться в свои отношения, искать компромиссы в всех тех моментах, которых не получалось ранее, да, тогда, дорогие девы второй декады, у вас будет получаться очень хорошо. Здесь финансы, здесь отношения. Никуда от этого не уйти, особенно если вы находитесь в паре. Все-таки захочется как-то начать делить корзины, поэтому здесь не делите, просто создавайте больше корзин, потому что если у каждого будет свой собственный источник заработка, и у вас будет несколько финансовых корзин, тем быстрее вы придете к таким более ответственным целям в своей жизни. Девы третьей декады, у вас история это очень сильно и хорошо будет работать через свои такие мощные движения вперед, пробивные качества. Конечно же, здесь хочется немножко таки залениться, сказать, да я вот так не хочу, мне бы вот немножечко остановиться, никуда не пойти, мне вот так вот уровень достатка хватит, чего это я размахнулся, замахнулся туда куда-то на большее. Хочу сказать, что, дорогие девы третьей декады, здесь история вообще такого максимальной ответственности и движения вперед. Включайте все свои пробивные силы, честно себе скажите, вот на осень 2026 года, чего же вы хотите от своей жизни. Поверьте, вам захочется много. Вам захочется много и захочется качественных отношений в любовных, да, и здесь обязательно нужно договариваться, нужно со своей второй половинкой говорить. Вам захочется и в финансах как раз как можно больше зарабатывать, и это нормальная история, понимаете, дорогие. Не воспринимайте все, что есть как данность, и если не получилось с первого раза, то это тоже нормально. Это тоже нормально, с кем не бывает, со всеми бывает. Идеал – это то, к чему, конечно же, нам хочется стремиться, но это история такая, которая получается не у всех сразу, это нужно понимать.
И если вы с этой историей начнете октябрь, то уже когда у нас включится период ретроградного Меркурия, он с 24 октября по 13 ноября, ретроградный Меркурий будет в Скорпионе. Естественно, эту историю очень сильно максимально прочувствуют девы третьей декады, поэтому я вам и говорю, максимально себе поставьте свою планку, будьте максималистами на этот период в жизни, да, но постарайтесь не скандалить, потому что ретроградный Меркурий будет в квадратуре с Юпитером, делать свое движение в квадратуре с Марсом. Если вы будете предъявлять эту планку своим вторым половинкам, то, скорее всего, вас ждет разрыв отношений в октябре, в ноябре. И вы с этой историей будете, знаете, качели. Потом в конце ноября аспекты распадутся, потом в конце декабря они опять придут, опять деление этого кошелька, кто прав, кто виноват. И получится вся осень не в продуктивных действиях на свое будущее, да, и зима, а как вот на вот это распыление, на ссоры, скандалы, предъявление претензий. Если же вы начнете в любовных отношениях или же вообще, в принципе, в отношениях рабочих уйдете в какие-то юридические истории, здесь очень сильно будьте аккуратны, они будут затяжны. На ретроградном Меркурии квадратура с Юпитером, то есть это история, когда захочется там юридических, нотариальных, судебных разбирательств и всех этих вопросов, которые я только что сказала, будет очень долго, нудно, неинтересно, и получится разрушить все эти полезные связи и контакты, которые могли бы у вас в жизни так классно складываться. Не надо так делать. Понимаете, о чем я говорю? Вообще, если подвести итог 2026 года, то есть вот у нас вот такой октябрь, потом в ноябре у нас откатывается Венера в Весы, здесь будет чуточку полегче, но опять же, у Дев третьей декады, если вы ушли в какие-то юридические споры, выяснение отношений, тогда эта история в ноябре продолжится, то есть это будет история такая очень долгая, нудная, напряженная. Я не скажу, что здесь будет в ноябре легко, поэтому оно никуда не денется, ведь ретроградный Меркурий в конце ноября разворачивается и снова прокатывается, то есть и начало декабря, первая его половина будет в тех же самых аспектах, поэтому все, собственно, как и говорила, да, если подводить итог 2026 года, то есть декабрь 2026, удев первой декады, будет, дорогие мои, если вы пошли в новое развитие, в активность, тогда вот декабрь здесь будет как раз-таки и Меркурий, который уже не ретроградный, из Скорпиона перешел в Стрельца, будет в оппозиции с Ураном, тогда здесь новые веяния в работе, новые проекты, новые планы, и будет хорошо. Если же здесь в жизни что-то не менять, но обстоятельства будут заставлять двигать к этому, да, тогда, конечно же, будут ссоры, скандалы с близкими. Не надо вот так делать, да, сохраняйте свои отношения, потому что все-таки здесь Венера в Скорпионе, в гармоничном аспекте к девам первой декады, в гармоничном аспекте Марсу, который находится в Деве. Не будьте агрессивны, будьте мудры, держите за свои отношения, потому что основная задача здесь понять, что в этих отношениях вы можете жить и развиваться дальше, да, потому что здесь Венера в квадратуре с Плутоном, и это те же самые вопросики, что были в сентябре, понимаете, что были в конце сентября, в начале октября, поэтому здесь сделайте над собой усилия, потому что очень гармоничные аспекты для того, чтобы из минуса отношений сделать плюс, понимаете, мои дорогие. Ну а в работе идите в новом ключе, развивайтесь, не тормозите, не останавливайтесь. Уран заставляет учиться новому, развиваться, и тогда все будет хорошо. Дело второй декады, у вас очень важный, мощный такой период как раз-таки движение вперед, движение в новое, развитие, финансы, стабильность, покупка недвижимости, семья, увеличение своей семьи, взрослые, зрелые решения, которые как раз-таки очень сильно улучшат ваше внутреннее состояние. Вы скажете себе по итогу 2026 года, вот это я молодец. Конечно, я не обещаю, что все будет беззаботно, но все-таки вам подсвечивал и Юпитер. И здесь, конечно же, в декабре Меркурий, ваш управитель, будет в потрясающих гармоничных аспектах и с Сатурном, и с Нептуном. Здесь главное не ругаться, не ругаться со своими вторыми половинками. Все будет хорошо, не уходить в юридические споры, вот это вот все, не тратить время и понимать, что если вы недовольны, значит вы просто мало делаете, потому что Юпитер это наш внутренний такой вектор, когда мы ворчим, значит не все остальные виноваты, а мы что-то делаем неправильно, мы не видим, мы не разбираемся, мы не учимся, не делаем выводы, не включаем мудрость, понимаете?
Поднимайтесь, берите на себя больше ответственности, зрелых решений, Девы второй декады, и все у вас будет классно получаться, ваше развитие. Девы третьей декады, дорогие, я надеюсь, нормально сказала с точки зрения отношений и бизнеса. Очень хороший для вас период, на самом деле, показной будет этой осенью. Но декабрь покажет, насколько вы стойкие, насколько вы мудрые, насколько вы умеете разбираться в спорных вопросах. Не уходите, опять же, в юридические тонкости. Захочется для вас очень сильный такой момент движения вперед, большого, сильного скачка и роста. Вам без этого больше никак. Все-таки нужно расти. И вот если вы решили как-то в 2026 году отдохнуть от напряжения Урана, то тем не менее в декабре ваш управитель Меркурий будет также в оппозиции с Ураном, а это нужно ускоряться, брать новую планку, новый уровень в своей жизни, потому что по-старому уже тоже не будет получаться. Поэтому развивайтесь, мои дорогие, но в личной жизни это зрелые решения, это те самые вопросы, которые вы давным-давно не хотели принимать решения. Тогда все у вас в жизни будет хорошо. Ну что, мои дорогие, спасибо здесь, что досмотрели это видео до конца. Вот такой гороскоп. Если остались вопросы, спрашивайте, и я в режиме свободного времени отвечу. Пока-пока.